Всем привет! Сегодня 4-й день нашего ремонта, и у нас начались разногласия с Костей по поводу ванны. Это многострадальная ванна, которую мы никак не можем выбрать. Проблема в том, что у нас очень мало места в нашем туалете и ванной, и они еще и совместные, смежные. То есть должна уместиться ванна, туалет, умывальник, а Костя в идеале хочет еще и стиралку. И поэтому он мне говорит, давай поставим маленькую душ-кабинку в угол и все. А у нас все любят купаться в ванной, лежать в ванной, набирать ее. И особенно Алиса тоже, я вообще не представляю, как маленький ребенок там до 5 лет может купаться без ванны в душе. То есть надо набрать там водички, накидать игрушек, чтобы она там похлюпалась, согрелась, особенно зимой, да, как-то распарилась. Я лично хочу ванну. В итоге мы сошлись на том, что мы возьмем обычную ванну, такая, как у нас была, и сделаем как душ-кабинку на обычную ванну. Уже сами там или закажем, или купим, Но сегодня мне пришла в голову идея. У меня всегда целая куча идей. И мои домашние обычно в штыки воспринимают все мои идеи, они со мной не соглашаются. И только когда я уже там реализую какую-то идею, потом им со временем нравится, и они соглашаются, что да, это было прикольно. И сегодня мне пришла идея унитаз вообще вынести из ванны на кухню. У нас кухня очень огромная, 12 метров квадратных, я думаю, там все уместится. Ну, конечно, не так, чтобы унитаз стоял посреди кухни, а сделать какую-то стеночку. Ну, чтобы унитаз он был отдельно, в отдельной малюсенькой комнатке, ванна была отдельно. Костя сказал, что ему идея не очень нравится, потому что, когда на кухне все кушают, а кто-то несется в туалет, это не очень прикольно. Тогда я ему предложила из ванны сделать дверку туда на кухню, и из кухни, чтобы была дверка. То есть, чтобы можно было попасть в туалет и из ванны, и из кухни. Вот. Но Косте моя идея не очень нравится, потому что я хочу большую ванну, какую-то интересную взять домой. Он говорит, эта ванна, она займет всю эту ванную комнатку небольшую. И, это не экономно. Место надо экономить, надо было бы лучше туда стиралку поставить. Но я лично стиралку нормально и на кухне вижу. В общем, у нас с ним возникла такая разногласие по поводу этого. Он ходит недовольный и говорит, делай все, как сама хочешь. Я не хочу делать все, как я сама хочу. Я хочу какой-то компромисс искать. Потому что если мы сделаем так, как хочет он, это тоже не будет компромиссом. Тогда получится, что я не могу решить, как хочется мне. То есть все равно нужно искать, я считаю, какой-то компромисс. Вместе приходить к какому-то решению. Он надулся, говорит, делай все, как хочешь сама. Сама все выбирай, плитку выбирай. В общем, я не знаю, мне сейчас идти у Кости на поводу и делать так, как хочется ему, или все-таки делать так, как хочется мне, и выдерживать эту войну. Вот. Костя уехал, наш мастер, его тоже зовут Костя. Он уехал, кстати, в Польшу, и, получается, он по дороге подвез Сашу, они вместе уехали. Его до завтра не будет, поэтому мы решили этот вопрос до завтра отложить, он приедет с ним посоветоваться, как это можно сделать, как это вообще... Вот мы приедем к нам домой, я вам покажу, как я это вижу. И сейчас мы выдвигаемся купить алисские босоножки по всяким мелочам, девочкам в лагерь нужна там зубная паста, что еще там Катя просила, спрей от клещей. В общем, много чего им там еще по мелочам нужно в лагерь собрать. Мы выдвигаемся. Хотели рано утром, но дотянули. Уже сейчас опять очень жарко. Уже, наверное, ближе к 12. И мы выезжаем, как всегда, на самую жару. Обычная ванна – это не компромисс? Алиса уснула дома и проспала всю дорогу. Вот только сейчас просыпается. Стали мы напротив магазина в теньке, наполовину в теньке. Потому что на солнце нереально жарко. Девчонки поехали с нами, и они идут сейчас на рынок, здесь недалеко, покупать себе то, что надо в лагерь. Да, идем снимать деньги вам, да? Да. Но мне надо, мам. Не, карточку можете дать, а мы пойдем. Мы вчера... Мы все равно в шар Мам, можем сказать. С меня взяли 250 за маникюр, 200 в магазине, мы с Настей ходили в кино. Кстати, покажи свой маникюр, пойдем в тенечек. Посмотрите, какой Кате классный маникюр сделали, вообще класснючий, летний. Мне нравится очень. Красиво, да, что отросли они немного длиннее стали? Да. Ну только вот что круглые такие сильно, может их все-таки делать чуть-чуть квадратнее? Но еще отрастут и можно сделать. А сейчас пока они еще не сильно длинные, мне кажется, для такого. А я растяну. А ну встань на ногу. Меряем такие босоножки. Давай на ножки поставим. На коврик поставь. А які ви взули? 38 тисяч. 38? Так. І він не така, що йому трошки це? Ну да. Велика. Купили Алиске вот такую шапочку. Вы знаете, в магазинах, даже в дорогих, бывают скидки, вот как сегодня. За 58 гривен взяли со скидкой. А стоила она раньше 200.
Мы просто забыли дома ее кепку, да, она на нее и маленькая. Мы же купили изначально очень маленькую. Смотрите, как хорошо, да? А ботиночки мы пока не взяли. Решили посмотреть еще где-то, потому что, ну, хочется видеть пальцы. Непонятно, они большие на нем, маленькие. Абсолютно непонятно. Так что идем в другой магазин за ботиночками. За босоножечками. Алиса. Приехали домой. Сейчас посмотрим, что у нас дома делается. Идем, и аж страшно. Ты мне объясни, как ты хочешь, а потом... Да, я тебе сейчас покажу, как я хочу. О, здесь уже разводку сделали на розетке. Вот так это выглядит. Какие-то трубы в стенах. Короче говоря, посмотрели мы, что из моей затеи все равно ничего не выйдет. Зря на меня Костя сердился. Я думала украсть вот этот угол на кухне. Сделать вот так вот наискосок стенку. Там был бы унитаз. Можно было бы из ванной в него зайти и из кухни. Но получается, почему я не могу этого сделать? Наша ванная комната, она гораздо короче, чем вот эта вся стена. За счет того, что здесь заканчивается кухня и потом идет поворотный угол. То есть ванна не идет такая же длинная, как кухня, а заканчивается она где-то вот здесь. И если сделать сюда выход, то слишком много придется красть места на унитаз, что, конечно же, делать не стоит. Для чего вот эти железочки? А? Для чего вот эти железочки? Це? Да. Це які? По яким стіни будуть рівнятися? А, по ним стены равнять? Ну, да. Тоже ж стіни такі, що... Да, да, стены здесь очень неровные. Мы проведали наших шиншиллок. Молодая шиншилла такая толстенькая стала. Шуша тоже так распушился. Насыпали им нового корма, сена в сенницу. Что такое? Я вообще-то сама все делала. Что ей помочь должна? Воду сейчас мы можем поменять только вот таким способом. Уже унитаз отключен, то есть унитаз еще подключен, кранов уже нет. И когда открываешь общий краник на воду, то вода течет из шланга. Настя слишком сильный напор просто сделала. Мне так же самое было. Не делается слишком. Нормально. Двери нам заклеили, чтобы туда пыль не летела в зал, к счастью. А, кстати, Таня говорила, давайте возьмем Манюню. У нее мыши появились на кухне. И она говорит, кошки ее не ловят мышей. Манюня хорошо ловит, она мышеловка. Идем посмотреть еще один магазинчик в Хрещатике Сити. Там вроде мама моя говорила, продают ортопедическую обувь. Где мы едем? Алиса так смотрит на эскалатор. Хорошенькие, только тяжеловатые. Да? А ну, Кость, поверни бочку. Что ты думаешь об них? Вот такие еще нам предложили босоножки, но Кость, она на пол холодная стала. Да не, они какие-то очень уж большие, она будет цепляться. Ну? Топ-топ. Алисочка. Топ-топ. Давай посмотрим, как ты будешь ходить. Иди к маме, иди сюда. Иди ко мне, Кость, веди. На коленки. Давай. Топ-топ, давай. Ну, давай, топай. Веди ее вперед чуть-чуть. Как-то кажется, ей сложно. Ладно, сейчас померяем еще. Вот такая есть моделька.
Давай, топ-топ. Первая, по-моему. Давай, топ-топ. Давай ее веди. И все равно, знаешь, вот широкий как будто, да? У нее узкая нога. Вот такие, по-моему, как раз ноги. А те будут большие. Идем на новую почту. У нас для Алисы еще один подарочек на сегодня есть. Алиска уже приняла товар. Благодаря босоножкам она ходит и топает. Да? Что это такое, а, Алиса? Распаковывать дома будем. Будешь, Алиска, на этом прыгать. Да? Да, открывайся, скажи. Да. Сейчас папа заплатит и пойдем откроем. Да-да-да. Делает. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. А все пока. Пока-пока-пока. Алиса уже очень хорошо научилась махать пока. Пока-пока. У нас папа идет в аптеку, а я иду с мамой в АТБ, в магазин. Купим что-то, Алисе молочко купим, покушать что-то. Так, мы купили уже опять целую тележку. Хочу попробовать взять вот такие памперсы. Цена такая хорошая, скажем так. И я про них слышала. Уже и у Би-мамы в видео видела, что они очень хорошие. Надо попробовать и себе. Снова целая тележка вышла. Не можем мы немножко покупать. Надо что-нибудь из 7-дневки купить. Вот какая-то салфетка кухонная прикольная. Органайзер для зубных щеток. Тоже будет сейчас в тему девчонкам в лагерь. Сюда можно сразу и Настину, и Катину. Удобно, смотрите. Раньше маленькие покупали под одну щеточку, а теперь можно взять сразу под все. Я тут встретила нашу маленькую подписчицу. Что ты у тебя такое красивое? Обруч? Все, мы уже дома. Ну, не у себя дома, но там, где мы сейчас живем. Алиса уже села играть с папой, да? Она мечтает открыть батут все равно. Взяла я посмотреть, насколько купленные нами босоножки отличаются от тех, что прислала Би-мама. На вид, может быть, не так уж и сильно, но по факту, вот мы купили 19 размер, да? А это 21. То есть, когда надеваешь на ногу, ощутимо видно, что беленькие очень большие. Ну, будем надеяться, либо к концу лета, Алиса, либо к следующему году. Либо потом, как домашние тапочки будет носить, не знаю. Но сейчас они однозначно на нее слишком большие. Ну и модельку мы немного другую купили. Видите, здесь стягивается в 3 местах, как бы по ноге. Здесь только в одном. Нет, здесь тоже в 2. Здесь в 2. Отпускай ручки, давай. А ну сама, Алисочка. Сама. Стой сама, отпускай ручку. Будем это открывать? Лисюся, будем это открывать? Лись. Молодец, умничка. Хвастается, как научилась сама стоять. Стой. Молодец, умница. Стой. Не, прыгать будешь на батуте, подожди. Ты сама прыгала? Сама прыгай. Полностью сама, потому мы ей батуты купили. Ой, умничка, молодец. Ты молодец, умница маленькая. Молодец. Ты подпрыгнула. Зайка. Мама, тебе же Алиса стояла и тут прыгнула сама. Таня нам нашла насос. Давай, Саш. Сейчас попробуем накачать. Угу. Не качает? Не качает? Саша, там їх він не качає, Костя каже. Сейчас, может, это там не брали. Она опять стояла. А ну качни резко, Костя не каже. Ты нашла ботиночек? Да, Ались? Зачем тебе ботиночек? Скажи, ну это же от крестной, да? Нужно. Все, мы уже очень сильно хотим открыть батут. Да, Шулька, открывайте его. Доставайте, посмотрим, как он выглядит.